Всем привет! Напоминаю, что в этой рубрике я кратко пересказываю прочитанные мною книги. То есть, если вы посмотрите этот сюжет, то будете знать о книге столько же, сколько и человек, который прочитал ее. Сегодня это классика. Пьеса Антона Чехова «Вишневый сад». Это последняя написанная автором пьеса. Через год он умер. Чехов считал, что «Вишневый сад» — это комедия. Что вам сказать? Смешного в ней немного, хотя сама пьеса классная. Ее действие происходит в имении помещицы Раневской в самом начале 20 века. Хозяйка Любовь Андреевна возвращается домой из-за границы, где она жила 5 лет. С ней вместе приезжает 17-летняя дочь Аня. Горничная Дуняша и купец Ермолай Лопахин очень взволнованы, встречая их. Приемная дочь Варя, 24 лет, ездила встречать маму и сестру. Аня в Париже была не 5 лет, а совсем недолго. Сестре она рассказывает, что маме пришлось все продать в Париже, ничего не осталось и денег уже нет. А мама не понимает всей сложности ситуации. В ресторане заказывает самые дорогие блюда, оставляет большие чаевые. Купец Лопахин имеет виды на Варю, дочь Любови Андреевны, да и так к нему относится с симпатией. Вот только Лопахин никак не предлагает ей замуж за него выйти, а сама ведь она не будет напрашиваться. Лопахину не до свадьбы, он бизнесмен, деньги зарабатывает. Любовь Андреевна когда-то давно помогла стать на ноги Лопахину. Как именно, автор не пишет. Отец и дед Лопахина в свое время были крепостными, то есть рабами у деда и отца Любови Андреевны. Хозяйка очень любит свой дом, буквально все в нем. И комнаты, и шкаф, и стулья, и в особенности Вишневый сад, который очень скоро, в конце августа, будет продан на аукционе за долги. Лопахин, как человек деловой, предложил Любови Андреевне выход из этой сложной ситуации. Нужно разбить сад на дачные участки и сдавать их в аренду. Место хорошее, у реки, арендаторы найдутся. Сам сад, конечно же, нужно будет вырубить. Как вырубить? Это же достопримечательность всей губернии. Да он у вас только раз в 2 года вишню дает, и девать ее некуда, никто не покупает. А если будете сопли жевать, то лишитесь не только сада, но и имения. Слушать Лопахина не хотят. Как-нибудь с Божьей помощью все разрешится. Брат Любови Андреевны Гаев наметил некоторые шаги по спасению ситуации. Пусть Любовь Андреевна попросит денег у Лопахина, тот не откажет. И еще можно попросить деньги у тетушки из Ярославля, старой графини. Что-нибудь да получится, клянется Гаев. Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. Лопахин в очередной раз пытается вразумить Любовь Андреевну, разбить сад на даче и спасти таким образом свое родовое имение. Ой, дачи, дачники, это так пошло. У вас имение отберут, вы что, тупые? Не такими словами, конечно, но смысл правильный. А эта идиотка рассуждает, что таки да, она не умеет деньгами распоряжаться, сорит ими налево и направо. Это ее Бог наказывает за грехи. Вот так она оправдывает свою тупость. К дочке Ане подкатывает местный вечный студент Петр Трофимов. Купец Лопахин постоянно троллит его, говорит, что и в 50 он будет студентом. А Ане это чудо нравится. Пришел день аукциона. Любовь Андреевна на него не поехала. Отправила вместо себя брата. Тот вернулся вместе с Лопахиным. Брат молчит. Лопахин какой-то странный. Любовь Андреевна взволнована. Ну что, купили? Купили. Кто? Я. Пауза. И тут Лопахина прорвала. Если бы мои отец и дед только увидели это, ведь их рабов сюда даже на кухню не пускали. А теперь я хозяин имения.
Пущу вишневый сад под топор и наставлю дач. Любовь Андреевна в слезы. При том, что все ведь по чесноку. В то время, когда он деньги зарабатывал, Любовь Андреевна их просырала. Он предлагал решение, она его отвергала. Какие могут быть претензии? Через 2 месяца прежние хозяева покидают имение. Лопахин тоже собирается, ему нужно по делам в Харьков. Любовь Андреевна с братом, покидая дом, горько плачут. Думать нужно было, а не сопли жевать. Лопахин так и не сделал предложение Варе. Думал об этом, но, видимо, бизнес для него был важнее. В имении на зиму никто не остается, кроме забытого старого лакея. И только вдали слышен шум топора. Сначала Чехов думал о названии «Вишневый сад», а потом решил, что «Вишневый» будет лучше. Так как вишневый сад – это деловой коммерческий сад, который приносит доход. Но вишневый сад дохода не приносит. Он хранит в себе поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо. Писатель Иван Бунин критиковал эту пьесу, говорил, что Чехов не знал усадеб, потому что не было в них нигде сплошных вишневых садов. Так как вишня – дерево некрасивое, корявое, с мелкой листвой, мелкими цветочками. И совсем не по правде выглядит то, что Лопахин стал рубить сад еще в присутствии прежней хозяйки, а не дождался ее отъезда.